Незаметно пролетела первая четверть 26 года, и мы, признаться, не раз порывались записать новый ролик со слухами про грядущее семейство Nova Lake. Но каждый раз была какая-то причина задержки, и в конце концов оказывалось, что это даже на руку, так как с каждой новой утечкой информация дополнялась, а старые домыслы и предположения опровергались и отметались. В следующем ролике отметим год каналу, а пока сосредоточимся на самых свежих слухах про Nova Lake. Несмотря на некоторые ожидания, на Customer Electronic Show 26 про Nova Lake было сказано ровным счетом ничего. Главным анонсом Intel на выставке стал Core Ultra Series 3, то есть Panther Lake, первые клиентские процессоры на архитектуре Intel 18A. Nova Lake упоминалась только в общих дорожных картах, как следующий шаг после Panther Lake. Intel на закрытом брифинге для журналистов подтвердила, что Nova Lake, то есть Core Ultra Series 4, планируется во второй половине 2026 года, но никаких слайдов, спецификаций или демонстраций на выставке не было. 9 февраля 2026 года самый крупный вброс месяца. Ликер Джей Кин опубликовал подробную таблицу чипсетов 900 серии для Nova Lake S. Был подтвержден новый сокет LGA1954, прошла информация о чипсетах Z990, Z970, Q970, B960 и W980. Главной особенностью чипсета является до 48 линий PCI Express 5.0, то есть значительно больше, чем у Arrow Lake. Платформа ориентирована на high-end desktop сегмент. Это первая утечка, где четко показали всю платформу Nova Lake, то есть сокет плюс чипсеты. 10 февраля 2026 года утечка при чудовищное энергопотребление. Топовая версия Nova Lake S, Dual Compute Tile, 52 ядра. В пике PL4 может потреблять более 700 Вт. Обычные K-серии тоже будут очень горячими. Это сразу вызвало огромный резонанс в сети. 15-16 февраля Twigtown и несколько YouTube-каналов активно обсуждали утечку про 700 Вт и новую платформу. Появились первые расчеты, что для раскрытия потенциала топовых моделей понадобятся очень мощные системы питания, возможно, от 1000 Вт блоки питания и выше. 22 февраля 2026 года утечка о задержке производства. Twigtown со ссылкой на свои источники сообщил, что запуск Nova Lake S может быть перенесен с конца 2026 года на Customer Electronic Show 27. Причина – якобы проблемы с производством на Intel 18A и огромные требования к питанию и охлаждению. 16 марта Tom's Hardware, большая аналитическая статья. Опубликован подробный разбор дорожной карты Intel на 26 и 28 годы. Подтверждено, что Nova Lake Core Ultra Series 4 планировался на конец 2026 года. Впервые открыто говорится о возможной задержке Nova Lake S до Customer Electronic Show 27. Главная причина – проблемы с техпроцессом Intel 18A и приоритет дата-центров. 23 марта 2026 года The FPS Review – самая подробная утечка месяца. Большой материал Intel Nova Lake – все, что мы знаем про Core Ultra 400 серии. Ключевые моменты – сокет, кэш, количество ядер, графика. Подтверждено все, что мы и так знали раньше из предыдущих утечек. В апреле первые новости были 8 апреля 2026 года. WCCF Tech – одна из самых заметных утечек месяца. Был опубликован большой обзор Intel Nova Lake S Desktop CPU SKU Leak. Ну и опять же, было подтверждено все, что мы и так знали раньше. Но, к сожалению, сайт WCCF Tech по непонятной причине убрал ссылку на материал. 11-12 апреля 2026 года в Videocards и другие источники появилась утечка предварительного списка SKU Core Ultra 400 серии, то есть Nova Lake. Подтвердился диапазон от 6 до 52 ядер. Указывалось, что топовые модели будут на Dual Tile, два вычислительных тайла. Новость быстро разошлась по многим изданиям. Ну и, наконец, сегодня, 13 апреля, вышла ремарка от ликера Джей Кин на эту статью. Суть поправки простая и конкретная. В первоначальной утечке модели P2, P1D и P2D, то есть конфигурация с 22, 24 и 28 ядрами, были обозначены как DS Die Package и воспринимались как Dual Tile, двухтайловые. Поправка от Джей Кин — эти 28 ядер и ниже DS-степпинги однотайловые, а не двухтайловые. То есть нет двух отдельных компьют-тайлов, склеенных вместе. Все помещается на одном компьют-тайле с дополнительным BLC-кэшем при необходимости. Это важно для понимания реального дизайна чипа, тепловыделения, стоимости производства и энергопотребления. Остальная информация из утечки, то есть диапазон от 6 до 52 ядер,
поддержка DDR5 8000, сокет LGA 1954 и так далее остается без изменений. Поправка касается только структуры тайлов у средних и средневысоких моделей, то есть до 28 ядер. Резюмируя вышесказанное, мы можем выделить две ключевые утечки с начала 2026 года. Первое — это про виды чипсетов, и второе — про детальное, насколько это возможно, описание всех SKU. Отдельно стоит упомянуть кашу Thunderbolt 4 и 5. Из ранних утечек следовало, что в Nova Lake от процессора будут обеспечены два порта Thunderbolt 4, хотя по логике вещей все кричало о том, что не может быть в передовом чипсете устаревшая технология. Впоследствии так и оказалось. Ликер сам себя поправил в одном из последних твитов, и издание HW Cooling поспешило процитировать его, упомянув, что скорости 120 и 80 гигабит будут возможны только на Z990 чипсетах при наличии, цитата, соответствующего ретаймера. Это пока все на сегодня. Мы следим за новинками. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем ролике.